Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете уникальнейший рецепт омоложения возрастной кожи, который вы можете приготовить самостоятельно дома. В состав маски входят обычная пищевая сода, рисовая мука и еще несколько питательных компонентов, которые также будут хорошо омолаживать возрастную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Сегодняшняя маска также имеет и двойное воздействие. Вы можете приготовить состав экспресс-маски и использовать в недельном уходе. Сегодняшнюю маску сделайте 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром ваша кожа будет сиять молодостью и красотой. Маска подходит для всех типов кожи. Особое воздействие оказывает на дряблую, увядающую и сухую кожу. Маска идеально подходит для ухода за кожей в летнее время. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите в комментариях свой отзыв. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите пищевую соду. Сода – это наилучший очищающий ингредиент, который вы можете использовать в домашних условиях. Сода хорошо очищает кожу, хорошо смягчает, в момент смывания шлифует поверхность кожи, убирает также пигментные пятна, выравнивает не только поверхность кожи, но и выравнивает оттенок лица. Для сегодняшней маски нам понадобится половина чайной ложки пищевой соды. Соду возьмите без горки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку вы можете приготовить самостоятельно, взяв небольшое количество белого риса, перемелите его в кофемолке и используйте для домашних масок. Также вы можете использовать и готовую рисовую муку. Рисовую муку нужно взять 1 чайную ложку без горки. Рисовая мука также хорошо смягчает кожу, хорошо осветляет и в сочетании с содой дает очень хороший антивозрастной омолаживающий эффект. И следующий компонент для этой маски нам понадобится крахмал. Крахмал можно использовать как кукурузный, так и картофельный. Можно также приготовить крахмал самостоятельно, просто натрите на мелкой терке сырой картофель и добавьте сегодняшнюю маску. Я люблю использовать для домашних масок именно кукурузный крахмал, который, на мой взгляд, более мягкий. Также нужно взять половину чайной ложки кукурузного либо картофельного крахмала. Затем смешайте все сухие ингредиенты, так чтобы они равномерно были распределены. К тому же, если в каком-то компоненте есть комочки, нужно их обязательно размять. Тщательно смешайте компоненты. Вот эту сухую заготовку вы можете хранить в сухом виде и использовать для быстрого экспресс-приготовления маски. В любое свободное время вы можете взять небольшое количество маски, развести либо жирными сливками сметаны, либо кипяченой водой. А мы продолжаем процесс приготовления сегодняшней маски. Обязательно досмотрите видео до конца. Вы можете хранить этот состав при комнатной температуре, просто закройте крышкой и храните. Можно, кстати, хранить на туалетном столике и в процессе, когда вы принимаете ванну, душ, либо просто умываете кожу лица, можно использовать для приготовления маски очень в ускоренном быстром режиме. И следующий компонент для этой маски нужно взять сливки. Сегодняшний рецепт предназначен для сухой, возрастной, увядающей кожи, поэтому я использую жирные сливки. Вы можете использовать для смешивания всех компонентов, если у вас жирный тип кожи, кефир, либо минеральную воду. Если у вас очень сухой тип кожи, вы можете использовать жирную сметану, сливки или йогурт. Этого количества приготовленного заранее достаточно для 3-разового применения. Чтобы сделать маску для применения нанесения именно вот сейчас, в моменте, вы возьмите отдельную емкость, возьмите 1 чайную ложку смеси, заранее заготовленной. Разведите этот состав 1 чайной ложкой жирных сливок, сметаны или йогурта. Тщательно смешайте все компоненты, так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция. В процессе смешивания не торопитесь, обязательно смешайте все компоненты и взбейте очень хорошо, чтобы не было комочков и чтобы маска получилась качественной.
Для усиления омолаживающего эффекта добавьте в сегодняшнюю маску витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты. Добавив витамин Е в сегодняшнюю маску, вы добьетесь очень эффективного омоложения возрастной кожи. Можно использовать витамин Е в капсулах. Если вы используете витамин Е в капсулах, то достаточно взять одну капсулу. И не забывайте принимать витамин Е вовнутрь. Это будет хорошо влиять на состояние волос, ногтей и, конечно же, на состояние кожи. Я использую для приема вовнутрь витамин Е в капсулах, а для приготовления домашних масок использую масляный состав витамина Е, который вы также можете купить в аптеке. Нужно взять 10 капель витамина Е. И также тщательно взбейте все компоненты до получения однородной консистенции. Маска имеет очень приятную консистенцию. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Эту маску нужно наносить в 3 слоя. После нанесения первого слоя он очень быстро впитается. Затем нанесите 2 последующих слоя. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. В момент смывания сделайте легкий скрабирующий массаж. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.